Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре хочу с вами поделиться процессом создания елочного набора в нежном цвете пудра. Декорировать я буду верхушку, 2 сосульки, 2 звезды, ежик и юлу. Для декора этого набора я решила использовать ленту серого цвета. Также в декоре будет добавлен белый цвет для того, чтобы набор смотрелся еще более нежным. Надеюсь, видеообзор будет для вас интересным и полезным. Приятного просмотра! Создание елочного набора начну с декора верхушки. Основной декор верхушки будет состоять из лепнины в виде фигуры оленя и банта в сером цвете с кабошоном. Стык на верхушке между сферами я буду закрывать не цепью со стразами, а вот такой тесьмой в виде шнура с серебристыми прожилками. И также швы на верхушке я решила не закрывать цепью со стразами, а буду закрывать вот такой белой тесьмой. Все эти цвета между собой очень хорошо сочетаются, и благодаря этому набор получится очень нежным. Конечно, я еще добавлю стразы, то есть раскидаю их в хаотичном порядке. Буду использовать стразы различного диаметра. И цепью со стразами я закрою стыки на основании. Клеить весь декор я буду на клей B6000, кроме бантов. Я их клею на горячий клей. Для создания бантов я буду использовать ленту шириной 5 см. Для создания банта на верхушку потребуется 2 отрезка по 15 см. И далее видео я ускорю, но все важные моменты я буду озвучивать. Тесьму, которой буду закрывать швы на верхушке, буду проклеивать, начиная с конца, не так, как цепь со стразами. Так тесьма будет вся идти целиком, и не нужно будет ее разрезать. И так как конус на верхушке сужается, а эта тесьма за широкая для него, я аккуратно ножницами подрежу на серединке и затем подклею эту тесьму, а стыки закрою большими стразами. Заклеивать стык между сферами я буду при помощи горячего клея, так он быстрее заполнит пространство. Перед тем, как клеить такую тесьму, края нужно обработать зажигалкой. Это нужно для того, чтобы рисунок не развалился. Я отмеряю нужный мне отрезок, обрабатываю зажигалкой, а затем приклеиваю. И после того, как почти все швы закрыты на верхушке, затем я приклеиваю лепнину и только потом приступаю к декорированию основания. Для декора швов на основании я буду использовать цепь со стразами шириной 2 мм в серебряном обрамлении. Заготовки для банта готовы. Я скреплю их между собой горячим клеем, затем шов перекрою тесьмой шириной 0,5 мм серебряного цвета. Но бант я сразу клеить не буду, нужно, чтобы цепь со стразами хорошо схватилась с поверхностью верхушки.
Верхушку пока откладываю в сторону и приступаю к декорированию другой заготовки, и это будет ежик. Для бантов на ежик понадобится 4 отрезка атласной ленты шириной 5 см по 22 см. Также крючок, для этого я использую металлизированный шнур длиной 16 см, стразы, стразовая цепь и тесьма серебряного цвета шириной 0,5 мм. Перед тем, как клеить банты и декор на ежик, я сначала прикреплю крючок и закрою его тесьмой. Далее сделаю банты и сразу приклею их к ежику. Так я определю середину на игрушке, так как ежик немного несимметричен. Получается очень красивое и нежное сочетание цвета. И дальше продолжаю декорировать игрушки. Для украшения банта я буду использовать кабошон прямоугольной формы. Пока ежика откладываю в сторону, так как нужно завершить декор на верхушке. Получается, осталось приклеить бант с кабошоном и добавить стразы на оленя и немного по конусу верхушки. Верхушка получилась нереально сказочная, думаю, заказчик останется доволен. И далее приступаю к декорированию ежика. Для декора этой игрушки я буду использовать цепь со стразами шириной 2 мм и стеклянные стразы в серебре различного диаметра. Думаю, процесс вам понятен, поэтому далее в видео я поделюсь с вами уже готовым результатом. И ежик готов, и далее приступаю к декорированию двух звезд. Декорировать звезды я буду бантами, и также решила закрыть швы на звездах тоже белой тесьмой, как и на верхушке. Стразы я не буду использовать, а выбрала вот такие кабошоны в белом цвете, обрамленные мелкими стразами. С этой тесьмой они очень хорошо будут сочетаться. Для создания бантов на одну звезду потребуется атласная лента. Это 4 отрезка по 15 см. Ширина у ленты 5 см. Получается по 2 отрезка на переднюю сторону и на обратную сторону игрушки. И дабы видео не затягивать, я уже обрамила звезды вот такой тесьмой, клеила на клей B6000. Также добавила крючки, приклеила кабошоны, закрыла крючки тесьмой шириной 0,5 мм серебряного цвета и осталось приклеить банты. Банты я буду клеить на горячий клей. И далее я приступаю к декорированию юлы и двух сосулек. И на этих игрушках я уже добавила крючки, закрыла их тесьмой и также подготовила банты. На бант, который впереди, для юлы потребуется один отрезок 24 см, один отрезок 22 см и один отрезок 20 см. На обратную сторону потребуется один отрезок 22 см и один отрезок 20 см. Перед тем, как клеить банты, сначала на юлу я добавляю цепь со стразами снизу и сверху, где заканчивается большая сфера. Далее в хаотичном порядке я располагаю стеклянные стразы, используя их разного диаметра. И вот такая красавица юла получилась. Стразы очень сверкают и красиво сочетаются с бантами в сером цвете.
цвете. Ну и для завершения полного образа я украсила бант спереди кабошоном квадратной формы. И остались последние игрушки. Это сосульки. К ним я уже тоже подготовила банты, также добавила крючки и закрыла их тесьмой. Для создания бантов на 2 сосульки потребуется 4 отрезка по 18 см и 4 отрезка по 20 см. Банты, которые будут располагаться впереди, я их склеивала под углом, а банты, которые будут располагаться с обратной стороны, они склеены просто друг на друга. Для украшения бантов, которые будут находиться впереди сосульки, я добавлю по одному кабошону в нежном пудровом цвете круглой формы. Сами сосульки я буду декорировать стеклянными стразами в хаотичном порядке. И, конечно, сам процесс проклейки страз я уже показывать не буду, и так видео получилось длинным, поэтому покажу вам сразу весь набор. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такое сочетание цветов. Набор получился очень нежным, немного королевским, как будто создан для маленькой принцессы. Надеюсь, видеообзор вам понравился и был полезен. Если у вас будут еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Также хотела еще в этот прекрасный морозный день поздравить всех католиков с Рождеством. Хочу пожелать всем рождественского чуда, семейного тепла и уюта, веры в себя, надежд и, конечно, здоровья. С Рождеством вас, мои дорогие, и волшебного вам праздника. И, конечно, до новых встреч на канале. Всем пока!